На канале. Итак, в этом видео продолжаем тему компьютерных железок, и в этот раз речь пойдет о моем, то есть временном компьютере за 40, возможно 43-44 тысячи примерно, который я собрал до конца 2023, и собрал при этом я его буквально из того, что было, а именно часть железок я взял у своего товарища после его прокачки ПК, вторая часть я тоже прикупил из железок с Авито, и третья это блок питания и корпус, все это уже из новых комплектующих. Короче, я лепил этот ПК из того, что есть, и получился в целом интересный компьютер под монитор Full HD. Да, у него есть свои сложности, и потом я о них расскажу. Да, я не ставил задачу собрать машину на 5 лет. Нет, я потом продам этот компьютер зимой, но на первое время так чисто смонтировать видео для ютубчика, сделать несложный монтаж, запустить парочку игр типа Rainbow 6 и Forza 5. Это да, именно с этими, то есть именно с этим расчетом я и собрал компьютер. Итак, самые важные цели и задачи я озвучил, и теперь обсудим содержимое компьютера. Во-первых, процессор и материнка мне достались от товарища, еще раз повторюсь, он прокачивал свой ПК и после прокачки просто отдал мне железки, а именно процессор Ryzen 7 2700 и материнка Aorus на чипсете B450. Я не знаю точную цену этой материнской платы и процессора, но на Авито прос продается в среднем за 6000, это 8-ядерный 16-поточный процессор, который работает на частоте 3400, но его можно поднять до 4000, однако материнка под него стоит тоже недешево, чтобы сделать такой разгончик. Именно в моем случае вместе с процом мне досталась мать Aorus B450 Elite, и такая материнка бэушная на Авито стоит, по-моему, в среднем 6, возможно 7 тысяч. То есть выходит комплект материнка плюс процессор стоит 6 плюс 7 тысяч, и в сумме пусть будет, скажем так, все это за 13 тысяч. Но окей, едем далее, и теперь не менее важный вопрос. Это видеокарта. Про данную видяху я снимал целое видео, ее я купил новой у продавца на Авито, причем новая это в прямом смысле слова. Она была просто запакована абсолютно новейшая видеокарта GTX 1660 Ti. Я брал ее именно с расчетом под монитор Full HD и процессор, который как раз и должен справиться с 1660 Ti. Далее у нас еще оператива. Тут все просто, друзья. Я купил просто новые 16 оперативы, две плашки Kingston по 8 на частоте 3600. И это обычный качественный продукт брендовый от Kingston за 4500 рублей. Это именно новая оператива из DNS, не бэушная. Я считаю, что как раз именно оперативная память, SSD, блок питания и видеокарта крайне важны. И тут, если есть у вас возможность, то лучше купить именно новые. Далее у нас идет SSD. Тут, понятное дело, я сказал, что тоже новые. И это 500 XPG, обычный SSD-шник дешманский за 3000 рублей. Далее едем, я купил блок питания, тоже новый и проверенный Deepcool на 500 Вт за 3700 рублей. Он без проблем тащит все железо, и есть даже небольшой запас, плюс работает очень тихо и стабильно уже 2 месяца. Это важно. Ну и в конце это охлаждение на процессор и корпус. Смотрите, значит, я не ставил перед собой задачу и цель, например, сделать разгон процессора до предельных 4000. Почему я не ставил? Потому что проц довольно старенький, материнка тоже далеко не свежая, и если делать разгон там с вольтажом, все эти компоненты, в общем, поднимать до предела, будет все работать на своих максимальных оборотах и возможностях. И работать в таком тяжелом режиме придется немало времени. И я очень бы не хотел, честно, чтобы вдруг внезапно потухла материнка бэушная, и у меня вполне устраивает базовые частоты процессора. Поэтому я и взял обычную очень дешевую башню ID Cooling за 2000 рублей под этот процессор. Это вполне, то есть этого вполне хватит для базовых частот проца. Обычная железка на 4 тепловые трубки, белая и вентилятор на 120 мм. Все. Ну и в конце, конечно же, корпус. Вот тут уже, да, я чутка действительно переплатил буквально тыщенку. И можно было, конечно, взять корпус за 3000, там самый там бомжовский. Но вот за 4700 я хотел именно такой корпус, большой, необычный и стеклянная дверца. Плюс к этому корпусу я купил еще сразу целые 5 вертушек, китайские, там дешевые, сразу комплектом 5 штук за 3000. И там даже пультики есть в комплекте, и можно выставить скорость вентиляторов или полностью выключить эти вентиляторы. Можно менять подсветку, можно все это настроить, и работают они, кстати, очень тихо. И сразу 5 штук за 3000. Однозначно рекомендую. Может, корпус еще очень на любителя, тут я даже не спорю, но вот вертушки 5 штук с ручным управлением скорости и подсветки за 3000, это, знаете ли, ну, достойно вашего внимания. В общем, давайте, друзья, наконец-то считать. Итак, мать и проц это 13 тысяч рублей. Далее оперативная память, SSD и блок питания, это все за 11 тысяч суммарно. И значит,
значит у нас 13 плюс 11 это 24. Сюда же накидываем видеокарту за 12 тысяч, это уже 34 тысячи. И в конце вертушка на проц плюс корпус и 5 вентиляторов за 3000. Все это стоит 9500. Эти 9500 прибавляем 34 и выходит 43 500, ну возможно там 44. В целом можно было, да, все это там собрать за 40 тысяч, просто купив сразу корпус с вентиляторами, там скажем, или память взять подешевле, не Kingston, а например там XPG, и вышло бы там ну ровно 39, 40, возможно что-то там с копейками. Но собирал я для себя лично, так что выбирал на свой вкус и на свой цвет. А так в целом, ну что насчет работы, у меня как бы нет вообще никаких нареканий. 8-ядерный-16-поточный проц все еще очень бодрый в 2023, хотя ему уже честно 6 лет, и вышел он, по-моему, там в 2018. Мне для моего простого монтажа видео и работы более чем хватает, а вот запуск игр, конечно, хотелось бы все же на ультра, что было хотя бы 60 и больше FPS. Итак, приступим. Что ж, сперва запустим Rainbow 6 на ультра, все настройки и все эффекты включены, никаких там масштабирований, чистый Full HD, и получаем в среднем на ультра от 140 до 170 FPS. Это прям идеально то, на что я и рассчитывал под монитор на 165 Гц, чтобы у меня было в радуге ну хотя бы там 150-160 кадров. Я по сути и поставил видеокарту 1660 Ti именно с этим расчетом, так что в этом плане все в порядке. По температурам, значит, тут такая довольно интересная ситуация. Ну, во-первых, да, я признаюсь, я переборщил насчет сразу 5 вертушек. Это было ну явно лишним, можно было просто сэкономить 3000, потому что даже в закрытом корпусе, поймите, мы видим, что процессор вообще не превышает смешные 45-46 градусов, а видеокарта не поднимается выше 64, возможно 65. И это при том, что я тестировал в закрытом корпусе в комнате летом, где в помещении на секундочку плюс 27. Я даже не открывал корпус, боковую стенку и даже не поднимал скорость оборотов всех 6 вентиляторов. Я думаю, зимой в этом корпусе просто будет ну вообще выключить все вертушки. Как бы я в панике не знаю зачем, как бы за окно было плюс 34, и я думал, что надо срочно ставить кучу вентиляторов в корпус, и устроил маленький переборчик, скажем так. В любом случае пусть стоят, все равно подсветка это красиво, так что имеем, что имеем. Окей, друзья, идем далее, теперь закинем явно сложнее, то есть сложнее, это Киберпанк на ультра Full HD, но, понятное дело, без трассировки лучей, потому что правильно, не поддерживает 1660 Ti именно трассировку лучей, но зато есть поддержка Fidelity FX Super Resolution от AMD, и вот именно эту опцию я и поставил в режим баланс, все остальное включил на ультра, и видим с вами, ну а что мы видим, в среднем 55, там возможно до 60 плюс кадров, можно ли пройти игру с такими настройками? Да, более чем можно. За эти 55-60 это, знаете, в плотной толпе на улице, в больших локациях, а помещение будет там, ну, я думаю, 70-80 и может даже больше. Так что Киберпанк на удивление нормально работает, и даже кривая фреймтайма не такая уж и стрёмная. Это нормальный, знаете ли, честный, плавный 56-60 кадров. Почти полностью загружена видеокарта на 95-97%, так что проц вроде как справляется, и даже с Киберпанком на ультра. Хотя, если честно, у меня были прям сомнения. Я думал, придется поднимать частоты, но и так, как видим, абсолютно сойдет. Что ж, дружочки, и в конце еще проверим, наверное, Ведьмак 3 обновленный на 12-м директе, и будем уже заканчивать. И тут тоже все настройки я выставил на запредельный Full HD, и опять-таки включил FSR AMD-шную в режиме баланс. Эта опция, если прям вкратце, она отчасти заменяет нам DLSS на картах RTX. Конечно, работает она не так качественно, но в режиме баланс вполне сойдет, и мыльце, то есть мыльцо не такое уж прям и сильное. И вот с такими настройками ситуация примерно схожая с Киберпанком. От 55 до 60 кадров в зависимости от сложной локации. Можно без проблем пройти игру, хотя, если честно, я прошел ее уже давно, но так чисто для понимания я, конечно же, ее проверил. Одним словом, сборочка получилась хоть и нестандартная, и местами даже довольно странная, но, знаете ли, за 40 тысяч, если без вентиляторов лишних, можно, как видим, собрать компьютер и для работы, и для новинок, чтобы прям он работал на ультра Full HD. Вполне такой себе нормальный базовый компьютер,
даже с небольшой возможностью прокачки в будущем. Точнее, там прокачка, если честно, только по процессору. Например, можно поставить Ryzen 5, то есть Ryzen 7 5700 и вставить, скажем так, видеокарту, например, RTX 4060, что включить наконец-то DLSS 3 версии и трассировку. В общем, если кому интересно, я оставлю ссылочки в описании на эти железки в этой сборке, а сам на этом уже, наверное, буду заканчивать. Напишите мне в комментариях, как вам такая сборочка и в чем были мои ошибки, или предложите свои варианты насчет 40 тысяч. Всем спасибо за просмотр, как обычно. Увидимся уже очень скоро. Всем удачи и пока-пока.